Первый раз, по идее, играл против своего бывшего тиммейта. Сейчас по им троих убьет. Даблкил! Не включенный? На первую установку C4 дает минус по баде. Выходит вперед, находит оппонент. Я рад, что пришли молодые игроки. Мне кажется, это цикл жизни, поэтому это нормально. Не, ну это просто именно на раунд. Если ты раунд побежишь, ты четверых убиваешь, это пиздец идет с ринга. Вот Вадим сыграл минус 3 или минус 4. Мы на Эльче, когда выиграли в Фисуре. У него за то, что он клатч выиграл, положительный рейтинг был. Какой? Положительный. Ну, типа у него где-то 1.40 был, 1.30. Это вообще пиздец. Никельбэк в друзьях? Ничего себе. В смысле? Откуда у тебя Никельбэк в друзьях? Ажак? Твой братишка? С учетом того, что мы играли с заменой вынужденной, с Кайсаром, из-за того, что правила Valve поменялись за 2 часа до первой игры, пришлось играть с ним, и, к сожалению, то, что мы натренировали уже с Вовой, Бестом, мы не смогли это показать, играли по старым наработкам. Мне холодно, прям на меня дует, потому что я иду. Чё похуй, блядь? Чё похуй, блядь? Капитану хуёво будет. Чё за бумажка? Петь, чё за бумажка? Игрок, ладно, выжил. Не подписывай эту хуйню. Не подписывай, главное. Опа! Юг против Пейн, подготовка чата. Это кто тут сидел? Ой. Кто с педали играл? Не знаю. Сам? Да, играл. будем честными. Это самое ненужное, что мы могли найти на столе. Кевер, Тимби. Что, этот? Огненная, да, убираем? Адская. Адская. Да, да. Минус инферно. Сети. О, сети. Так. Ладно, не буду опять это делать. Это подлая тактика. Так нельзя делать. Он выбежал. Ну, и додевать, и прям давай себе. Не совсем понимаю, вот Илюху там развлекают в Киеве 2 человека, им там весело, они что-то веселятся, бегают, стреляют друг по другу. А все остальные игроки команды Мипр, что стоим-то? Ну вышли бы уже там что-то разобрались бы с плантом, попытались бы что-то сделать. Дань, тебя Ну наконец-то, наконец-то! Ментальная связь установилась с Алексеем, с Климом, все, поехали, давайте, парни, просто go next, регнем уже и все. Так же точно. Нинса не погибает. Есть шансы, но вот Климыч, однако, и от флита прилетает тоже неплохо. Экзит последний. Откидывает Грену раз, два. 100% информация имеется по нему. Давай, хорош. Большим удивлением для коллектива атаки Перфекта. Есть отличные минусы, второго не ждут. Ебашил Вадим. Как и было сказано ранее. Но здесь Тора разворачивается, своевременно смотрит в мейн и дает второй фраг. Молодой снайпер пошел! Неправда, не снайпер. Сейчас по им троих убьет. Даблкил! Залетает и последний на выход. Отправляй его. Айси, не имеешь права. Не промахивай. Ебать, образцово показательная была, пацаны. Блядь, надо Петь сказать. Он просто Хорош. убежал, блядь. Красава, Вадим, блядь, прайм был, блядь. Хорош, Кайсар, блядь. Я тебе говорю, я 9 сейчас заблочу, никто Молодец, Петя. Отмени. Молодец, говорю. Бля, я это не зафокусил. Я слышу 9 чел, ты говоришь, помнишь? Осталось только тренд победить. Чего вы на стрельбу стоите? Это единственный у них шанс, что они вас сейчас перестреляют. У них нету аута. Трейн это еще важнее. Нам нельзя пребываться на Б, мы 3Б будем часто играть. Сотка, похуй, пусть они там 3 я могу тебе далее дать. Нет смысла там, стоять особо, у нас нету ничего под это, поэтому похуй. Они прям глубокие. Да, они могут две-три сплентать, ходьбы и прям. могут глубокие движения прям туда. Ой, ну подавить чуть-чуть. Урок! Не хватает его на еще один килл. Ладно, тиммейты должны доиграть. Теперь-то уж точно. И экзит красный, экзита нужно обязательно закрывать. Это и происходит. Бежит последний. 1 в 3. Пачка под контролем для медведей. 40 секунд на таймере. И тут просто не нужно делать левых мувов. Январский дождь, да. Ладно, но вот тот самый Бернзен хотел промутиться. Прекрасный Женя. Им же сейчас просто пачку уже поставить. Это план максимум прям. Не-не-не-не-не-не-не-нет, баба! Хорош! Ой, какая Ой-ой-ой-ой-ой-ой, перфекто! Тук-тук, мибры. Здорово, здорово, раз, здорово. Эх, на 2 уже не хватило. Перфект, хорош! Все-таки звание одного из лучшего опорника
да, в этой игре он в очередной раз побеждает. Ну, а Наш болид медленно, но уверенно разгоняет. Да. Главное, чтобы на пидстопе быстренько нам поменяли сейчас шины, а то я знаю, что можно будет и букстануть. Как кто смотрел фильм «Формула-1». Айси, видимо, снова понесет авик на стейк. Тора, Тора, ну-ка. И Клим, нужно просто закрыть Клима. Хорош. Он не успел. Успел. Но есть еще. Есть возможность. Хорошо. Айси промаха не знает. Просто пушка судьбы. Отлично! Здорово! Все, и штатный снайпер команды MIBR с калашом Клим остается последним. 1 в 3. Он очень, конечно, хитер и опасен, но против Фейма, как против Лома. Я Ты надеюсь, просил помню. перфекта? Давайте сейчас перфекта все сделает. Фейм. Ну, Фербек-то тоже неплохо пока залетает. Нормально. Вот! Ой, Да просто на F. Отлично. Все. Их надо перезвать, Фиртус пропасть будут. И как же потерялись MIBR? Они просто не понимают, а что делать-то 3 в 5? Еще минута 30 на таймере. Подвыпал кикер, и подвыпал очень давно. Обратите внимание на его статистику. 5/19. Ну ладно, об этом попозже. Бёнзена наконец-таки закрывает и Клим. Последний игрок своей команды. 1 в 4, 1 в 3. Все-таки фраг по перфекту он находит. Времени уже еще много, но информация есть. Мучится дальше. Но от зоркого глаза Кайсара, Айси, ты никуда не денешься. Заебать, сука, скандалист какой-то новый. Не играть нахуй. Три раунда у меня есть. Один раз, блядь, Петя мой летальный дал. У меня на М6. Ну, а в целом покойник по мышлению пиздец. Айса есть. Бля, я хочу посмотреть, Баффи Зейлин, я вообще понял, ты красава. Я тебе говорю, окна, я просто не мог. Сразу вышел. Yeah, it was tough game. We start T side and we lost a lot of clutches, a lot of good situation for us, but it's okay. For City side we also win that situation. На Эншенте мы играли с подготовкой к ним, но у нас не было очевидной игры, потому что мы с Кайсаром не играем. Поэтому сыграли какую-то нашу базу, старались адаптироваться во время игры. В принципе, это получилось. Были там сложности с парами раундами. Мне кажется, могли закончить быстрее, но на трейне было тяжело. Затеров очень много клатчей отдавали. В принципе, по ходу турнира, на самом деле, это была наша проблема. Наверное, ситуации 80, которые мы должны были выигрывать, мы все их проиграли. Поэтому из-за этого было очень тяжело. Мы там закомбэчили то ли здесь 4, я не помню, Да, какого-то такого счета. Но я горжусь командой, что даже при таком счете мы смогли за эти 3 раунда, которые осталось, взять сопернику. Мы не дали их просто так и смогли вообще выиграть. Это очень хорошо, мне кажется, скажется в будущем на уверенности парней, поэтому я доволен. Сегодня был тяжелый день достаточно. Игра была вечерняя. Была игра с МИБР. Подготовились, поиграли индивидуалку. В принципе, там даже большой задержки не было особо, может, часик, точно не помню. Выиграли 2-0. Первая 13-5 на Эншенте. Такая более уверенная, хорошо сыграли, и коммуникация, и все было нормально. На второй 8-4 половина, там залили пару своих раундов, грубо говоря. Проиграли второй пистик. И здесь 4 камбэкта. Чувствовалось, что чуть затеров не доиграли, а так по игре, в принципе, нормально все было. И камбэкнули за КТ нормально. Прикольно было. Первый раз, по идее, играл против своего бывшего тиммейта. Прикольное ощущение. Честно, особо ничего не почувствовал. Перед матчем такое, знаешь, было, типа, сейчас, может, он мне что-то расскажет. Такое. Обидно, что именно Леху мы, конечно, выкинули. Но ничего, это жизнь. Не включенный? Успел, блядь. Одной рукой ловить? Да, 2 мяча такие. Да, 2 тяжело. Я все словил.
Минусом по фейму. Перфекта проходит вперед. Упорная позиция для Глока. Это шикарный момент. Перфекта на -2, на -3 уже Илья Залуцкий раскручивается, но играют. И Филиппе у нас врывается. Филиппе, есть минус по Перфекта. На добром слове, конечно, пока еще живы, но... Фейм, ладно. Но пачка пока не устанавливается. Торов в позицию стеком просто запрыгивает. Гравити затыкали еще Эксесайза. Пытается сам можно запушить хотя бы одно, чтобы немного себя обезопасить. Но это был пуш в один конец. На первую установку C4 дает минус по Бади. Выходит вперед, находит оппонента. Есть минус по Мака. И заходит сейчас как раз на укрепление. 4 на базе Б полетели. Фейм, Тора на приеме. Флит подключается. И снова Фейм под флешку. Петя, умничка, сука! Но мы жестко, ты первый отпустил. Они дали флешку, которую Ты еще загнал под мою, да, загнал? Опять меня убил флешками. Какими? Ты не попал на пистики флажу. Это очень странно. В целом все четко, пацаны, было. Только в решениях надо вот чуть-чуть похолоднее головой. Не спешите. Как это произошло? А Мака у нас в упоре. Есть минус по нему. Ну и Флит справляется с Бади. И рискнуть, но они пытаются сыграть максимально собрано, но их выбивают все в пятером. Ну, для них это отличная возможность фармануть. Гравити, он фарманул только одного. Не повезло налететь на единственного фулл хп игрока. И к альтернативному исходу. Прыжок! Ой, прыжок в один конец от Перфекта. А если последний, просто попытка прострелить. Все, мимо, переключаемся на тег. Все, мимо! Видите, другого, нам здесь очень много не повезло, ребят. Очень прям дохуя не повезло. Может быть, это за то, что нам где-то повезло, может, ну, не важно, что третья карта, дальше башня. Ковры ебаные, проклятые, блядь. Нечестно, там, их перло и так далее. Не берите в голову, блядь. Сейчас и на нашей стороне тоже будет пруха, поебать вообще, блядь. Надо дальше не выключаться, общаться, не расстраиваемся и даем информацию, пытаемся сыграть вместе. Может сейчас заметить, но опять тайминг не на стороне. Дулсинатор делает килл. Не успел Перфекта самую малость. Что, Бади выкидывает просто смог. Хаешка сразу моментально от Перфекта. Патча. И посмотреть за тем, как оно все будет работать. Ну, смотрим, как от Фейма. Полетело большое количество гранат, но все мимо. Все не туда. Тем не менее, Флит дает -1. Ну и Флит знает, где находится последний лаки. Пытается его задавить. Есть минус. Киты упали, да? Флит успел ли? Ну, должен успеть раздефать пачку на последней секунде, но нет, не хватило! Надежда на то, что его не заметят. Эксайз первого, только первого, не дошил 4 хп Айси Мака! Который вид, хоть и каленый, но и боеспособный. Айси! Но по таймингам немного не везет, Перфект дает минус по лаке. Ну и ситуация 2 в 2. Айси с АВП никак не может помочь. Гравити просто должен щелкать, забирает Айси, и все, есть информация. У Перфекта как раз таки нет китов! У Перфекта нет китов! Вы молодцы, пацаны. На каждом дружу, что мы такой камбэк сделали. Хороший пацан. Не, он тот раунд должен забирать. Помнишь, ты на Олафе с Авиком был? Ты бы не... Да, я хотел зачекать, там просто... Да, надо было 5. Да, не то, что при... Хоть там было и говно какое-то по общению иногда. Я, может, где-то хуево полил. Какая-то еще хуйня была. Но я каждым горжусь и... Не знаю, молодцы. Давай, спасибо. Молодец, все равно. Вообще, пацаны, на самом деле, не знаю, как для вас, но Джонни Петти для меня это был один из таких турниров приятных за последнее время. Вот у нас прошел турнир, заняли там какое-то место не очень, но в целом есть положительные какие-то импульсы. Есть и позитивные ноты, но, конечно, это все равно неприемлемый результат до сих пор для нас. Что касается 3D Max, то, мне кажется, была бы подготовка там с нашим составом без замен, мы спокойно могли бы выигрывать, потому что тот же Оверпас, мы там, хоть мы выиграли там 13-8, 13-9, на самом деле они очень плохо играли на нем. Насчет Инферно, окей, это их пик, мы разменялись. Там тоже, на самом деле, супер много моментов. Мы 5 в 3. Были ключевые раунды проиграны, там 2 в 1. Кайсар с Женей остались, там не повезло. Потом 4 в 3, ретейк. То есть все эти раунды, счет мог бы быть по-другому. Там 7-5 мы могли взять 5 затеров. На трейне это более чем достаточно, если ты
уметь играть за КТ, потому что мы там успели набрать сколько, если я не ошибаюсь. 9. Да, то есть много набрали, и за КТ могли спокойно выигрывать, и уже из того, что мы за Тера взяли 2 или сколько, уже не было шанса на ошибку. Смотря на другие турниры, которые были до этого, для меня это был один из первых, наверное, матчей, который я увидел вот эту вот борьбу, нежелание отдавать там любой раунд за просто так, каждый момент старались отыгрывать, конечно, много не получалось, но именно положительные ключи только я хотел, чтобы они отложили. Очень много ошибок могут совершать из-за того, что они просто неопытны, и это может дать им большой буст. У меня уже не у Пети, у Вани тем более есть очень много опыта, которые могут передать малым, у которых есть невероятнейшая стрельба, механика, и им нужен как раз не хватает вот этот гэп опыта, гэп понимания, который они могут с нами достичь. И мне кажется, со временем им будет становиться только сильнее и сильнее. Выбор пал на них, они были в академке ВП, поэтому было легко принять решение. Смотрели, как они играют, нам понравилось, и решили интегрировать их в основной состав. Я рад, что пришли молодые игроки, в которых можно гибкость ума, вот это позволяет направлять их в правильную сторону, если мы будем делать все правильно. Поэтому я максимально доволен, что сейчас они у нас. А как хорошо это будет или плохо, я думаю, уже не нам особо судить. У меня в карьере тоже были игроки, которые помогали мне становиться. И сейчас я понимаю, вспоминая эти все моменты, как можно лучше и больше дать, чем там мне давали. И как-то, не знаю, мне кажется, это цикл жизни, поэтому это нормально. Как капитан я вижу какие-то ключевые моменты, которые улучшаются. Может быть, они не так видны там для фанатов, но я верю, что мы там, поработая какое-то время, сможем улучшиться, потому что сейчас и парни были довольны нашим внутриигровым общением, коммуникацией, в отличие от других турниров, поэтому смотрим, нужно тренироваться. Что бы ты сказал людям, которые действительно верили на этом турнире и продолжают верить, несмотря на череду поражений, которая была в последнее время? Хочу сказать спасибо, потому что, наверное, ради вас мы и стараемся, мы верим, что в один момент случится так, что ваша поддержка выльется в какую-то нашу победу и не в одну, поэтому спасибо, что верите, продолжайте верить, и вы нас делайте сильнее, и только ради вас мы продолжаем, стараемся, играем. Мы сегодня встретились после последней игры с китайским фан-клубом нашим. Я тоже поражен, что люди с другой страны прям настолько ярые фанаты сделали нам подарки, поэтому вам тоже большое спасибо, что пришли. Это очень круто, так скажем, дружить с странами, что люди, которые, не знаю, мне тяжело что люди с другой страны настолько сильно верят в другую команду. И я очень ценю, что у Virtus.pro есть такие фанаты.